Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, очень эффектный, быстрый и очень-очень нежный клубничный торт дачный. Торт готовится, как я уже сказала, очень просто и быстро. В сезон клубники из самых простых и доступных продуктов. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Тесто получается таким подвижным, это так и должно быть, это нормально. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Выпекаю примерно 35 минут на среднем уровне. Дверцу духовки, конечно же, во время выпекания мы не открываем. Выпекаю примерно 35 минут. Убираю выпекаться. Корж испекся. Сразу же достаю его из формы, как только могу дотрагиваться. Дала ему полностью остыть. Внутри он еще немножечко может быть горячий. Срезаю с него шапочку только шапочку. Она нам понадобится для обсыпки торта. Остается вот такой высокий корж. Сейчас беру насадку кондитерскую, достаточно такую широкую, и делаю вот такие углубления, не до конца. Корж нужно приготовить сразу, то есть не нужно здесь ничего ждать, потому что от этого будет зависеть дальнейший наш процесс. Корж нежнейший, поэтому с ним нужно работать очень бережно. Одеваю на него сразу же чистую рамку для формы, потому что в этой рамке мы уже будем собирать весь торт. И отставляю всю эту конструкцию пока что в сторону. Она нам понадобится как основа. 350 мл молока довожу до кипения, 40 грамм сахара. Пакетик ванильного пудинга сухого, 37 грамм у меня здесь. Если же у вас нет такого пудинга, вы можете добавить вместо него 40 грамм кукурузного крахмала и пакетик ванильного сахара. Заливаю все это 150 мл холодного молока. Все это просто перемешиваю и иду сейчас уже добавлять все это к закипающему молоку. Молоко практически уже закипело у меня. Тонкой струйкой при непрерывном помешивании я ввожу всю эту смесь в горячее молоко. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения. И когда смесь закипит, буду проваривать еще примерно 30 секунд. И сразу же снимаю с огня, когда пойдут вот такие пузыри характерные. Проварила еще 30 секунд и сняла с огня. Сразу же ничего здесь ждать нельзя, иначе смесь загустеет. Я все эти отверстия заполняю сейчас пудинговой массой. Пока еще пудинг не загустел, это делается очень просто и быстро. Вот этого количества пудинга должно как раз хватить на все эти отверстия, если вы делали вот в этой же форме. Если у вас нет такой прямоугольной формы, у меня здесь 28 на 18 сантиметров, вы можете использовать также круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Остатки бисквита, которые мы извлекли вот из этих отверстий, ни в коем случае не выбрасываем. Мы их сейчас будем использовать для следующего кремового слоя. Разравниваю сейчас всю эту массу и накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы масса не заветривалась сверху. Уберу сейчас все это в холодильник примерно на 1-2 часа.
Обязательно разравниваем, чтобы нигде не было потом вот таких вот комков, чтобы в разрезе тортик тоже смотрелся достойно. Это делается элементарно просто. Если у вас нет шпателя, можете просто ножом разравнивать. Накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю в холодильник. Масса уже к этому времени достаточно остыла. 250 грамм размягченного сливочного масла я слегка взбиваю и добавляю туда одну банку сгущенки. В моем случае 390 грамм. Сгущенное молоко с сахаром, обычная сгущенка. Взбиваю сейчас, вот посмотрите, не до устойчивых пиков. Вот мне так нужно здесь, чтобы крем был не таким масляным на вкус, а вот именно таким нежным. Я измельчила рукой вот эти остатки бисквита, которые мы извлекали из отверстий, и соединяю сейчас с кремом. Вот такая масса подвижная у меня должна получиться. Вот это важно, чтобы крем был очень нежным на вкус. Его можно будет взбивать еще сильнее, и он тогда будет устойчивым. Из него можно будет делать даже какие-то украшения, но я этого не делаю здесь. Намеренно я этого не делаю, чтобы потом в разрезе все было максимально нежным и мягким. Но форму эта прослойка держать будет. За это переживать не нужно. Она просто сейчас должна застыть в холодильнике. Распределяю просто, чтобы все это ровно было у меня. Убираю опять в холодильник, чтобы крем полностью схватился. 200 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 15 грамм сахарной пудры и 8 грамм загустителя для сливок туда добавляю. Все это взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Если у вас сливки жирные, 35%, допустим, загуститель тут не нужен. У меня сливки 30%, поэтому я взбиваю с загустителем. Взбила все это до устойчивых пиков. Вы можете даже не использовать здесь сливочный слой, но с ним, конечно, гораздо более нежным будет торт. 500 грамм клубники, 8 больших ягод. Из этих 500 грамм я отложила на украшение торта. Нарезаю их мелко кубиком сейчас и буду использовать их для начинки. Пока у меня все это вот застывало, там клубнику уже заранее можно приготовить. Торт делается очень несложно, очень эффектный и просто необыкновенно вкусный торт получается. И готовится, в принципе, из самых простых и доступных продуктов. Если вам дорого 200 мл сливок, вы можете их заменить каким-то другим кремом. Но мне кажется, лучше уже позволить себе эти 200 мл сливок купить. Если совсем бюджетный вариант вам нужен, то можно использовать, в принципе, белково-заварной крем. Ссылку на его приготовление я оставлю ниже в описании. Вырезаю сейчас уже торт из формы. Слой этот схватился, он подвижный, мягкий, но он очень хорошо держит форму, который с крошкой слой. Распределяю сейчас одну половину сливок по предыдущему слою. Выкладываю на него, на этот слой сливок, всю клубнику, нарезанную кубиком. И закрываю вторым слоем сливок. Это как раз пропорция вот на эту форму. Идеально все должно совпасть здесь. Так как у меня с загустителем сливки, сразу же достаю это все из формы. Вы можете оставлять и на ночь это все, это никуда не денется. Но лучше, конечно, торты со свежей клубникой съедать сразу. Остаток от коржа сейчас измельчила. Посыпала им уже верх тортика. 8 ягод, которые я откладывала, я нарезаю вот таким образом. И украшу ими тортик. Вы можете этого не делать, если вам не хочется. Можете другими ягодами украшать. Все на ваше усмотрение. Торт вкуснейший, нежнейший. Нравится как взрослым, так и детям. Готовится очень просто и быстро. Если вы дадите этому торту пару часов отстояться в холодильнике, он прекрасно у вас будет нарезаться на порционные пирожные. Торт этот также можно приготовить с вечера. Бояться здесь не нужно этой свежей клубники, но не давать ему стоять больше там, допустим, 18 часов. Просто чтобы вы это знали. Чтобы облегчить себе труд, можно заранее испечь бисквит, заранее залить этот пудинговый слой, и тогда вы сократите себе работу.
Торт, как я уже сказала, очень нежный. В каждом кусочке будет очень красивый разрез. Благодаря нашим вот этим отверстиям, которые мы делали и пудингом заливали, я думаю, что всем это понравится. Необыкновенно влажный, сочный получается торт благодаря пудингу. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.